Друзья, всем привет! Все вы наверняка уже слышали о трагедии на Мальдивах, где во время погружения погибли 5 итальянских дайверов и один военный водолаз, который пытался их спасти. Об этом написали все версии моря, да? Домыслов еще больше. Причем давайте разберемся в том, что реально произошло под водой с точки зрения физики и химии. Такую вот тему предлагаю поднять, чтобы было без сенсаций, без упрощений, потому что когда понимаешь механизм, история становится намного страшнее и намного поучительней. Начнем с самого простого, о том, что воздух, которым мы дышим, он убивает. Не сразу, не здесь, но опусти вас на 60 метров под воду, этот самый воздух станет прямо смертельным ядом примерно за 3 минуты. Что случилось? Именно это случилось, по моей версии, с 5 итальянскими дайверами у берегов Мальдив. Сейчас вам объясню, как именно это происходит. По шагам, так сказать. Потому что эта история, это не просто трагедия, это урок о том, как работает человеческое тело под давлением. Начнем с самого простого, начнем с базы. Когда вы стоите на берегу, атмосфера давит на вас силой приблизительно 1 атмосфера. 1 бар. Это ваша точка отсчета. И вот теперь вы начинаете спускаться под воду. И что происходит? На каждые 10 метров глубины прибавляется еще приблизительно 1 атмосфера. Это закон физики, от которого не уйти. Математика такая. 10 метров 2 атмосферы, 30 метров 4 атмосферы и 65 метров это больше, чем 7 атмосфер. 7,5. Это значит, что на глубине, куда пошла итальянская группа, давление на тело было в 7 раз выше, чем на поверхности. Представьте, вы берете воздушный шарик и сжимаете его в 7 раз, а газ внутри никуда не девается, он просто стал в 7 раз плотнее. То же самое происходит и с воздухом у вас в легких, крови, в тканях. Да, здесь начинается на самом деле самое интересное происходить со всем этим. Есть такой закон Генри. Он описывает, как газы растворяются в жидкостях под давлением. Вот какой бы пример такой взять? Открывали когда-нибудь бутылку газировки? Знаете, да, процесс? Пока крышка закрыта, давление высокое, углекислый газ находится в жидкости, и пузырей нету. И вот вы открываете. Давление газа падает, а пузыри, они начинают рваться наружу. Вот с вашей кровью под водой происходит приблизительно то же самое. Чем глубже вы погружаетесь, тем больше газов из баллона растворяется в крови и тканях. Азот, кислород, все это под давлением буквально закачивается в ваш организм. И вот, когда вы начинаете всплывать, давление падает. Если вы всплываете слишком быстро, газы выходят из тканей пузырями. Прямо вот пузырями внутри тела, в суставах, в спинном мозге, в легких. Это называется декомпрессионная болезнь. Профессионалы знают. Или кессонка. Именно поэтому дайверы всплывают медленно, с остановочками, давая газам выйти постепенно. Но вот в случае с итальянской группой дело было не в этом. Мне кажется, что проблема началась гораздо раньше, еще на спуске. Вот помните, да, что воздух это смесь газов. Это 21% это кислород и приблизительно 78% это азот. Остальное это следы других газов. Азот очень инертный газ. В обычных условиях он никак не влияет на организм. Просто проходит через легкие и выходит обратно. Под давлением на самом деле все происходит по-другому. Все меняется. А на глубине 40 метров азот начинает растворяться в нервных тканях мозга в таком количестве, что нарушает передачу нервных импульсов. А эффект один. Как у алкоголя. И, кстати говоря, есть даже такое правило мартини. Каждые 10 метров глубины, как один выпитый мартини. Вот на 30 метрах вы слегка навеселе, а на 60 вы выпили весь мартини одним залпом. Что происходит с человеком в таком состоянии? Какие есть примеры? Одни впадают в эйфорию, им кажется, что все прекрасно. Они снимают маску, пытаются поделиться воздухом с рыбами. Это, кстати говоря, не шутка. Такие случаи были официально зафиксированы. Другие там впадают в панику, острую, неконтролируемую,
А в замкнутой пещере это вообще смертельный приговор. Кто-то вообще перестает правильно оценивать ситуацию, делает не то или идет не туда. И что самое важное, теряет партнера рядом. Но самое страшное, вы не чувствуете, что наркоз, который наступил, что он есть. Мозг, который отравлен азотом, не способен, так сказать, осознать собственное отравление. Понимаете? Но азотный наркоз это еще не все. На глубинах свыше 60 метров начинает убивать сам кислород. Тот самый кислород, без которого вы не можете жить. Парциальное давление кислорода. Это, так сказать, его доля в общем давлении газовой смеси. На поверхности оно 0,21 бара. А вот на глубине 65 метров при давлении 7,5 атмосфер парциальное давление кислорода в обычном воздухе вырастает до 1,5 бара. А безопасный предел 1,6. И вот они были вплотную к этой черте. Что происходит при превышении? Кислород в таких концентрациях действует как нейротоксин. Он вызывает внезапные, без предупреждения, судороги. Вот, например, представьте эпилептический припадок на глубине 60 метров в темной пещере с маской на лице. Да? В общем, шансов нету. Именно поэтому для погружения на такие глубины профессионалы используют тримикс. Смесь кислорода, азота и гелия. Гелий не растворяется в нервах, тканях, и поэтому наркоза нет. А пониженный процент кислорода, соответственно, убирает токсический эффект. Теперь добавьте к этому физику самой пещеры. Пещера Алимата это же не дырка в скале, а система туннелей, залов. Вход находится на глубине 65 метров. И дальше она уходит на 100 метров вглубь горизонтально. Когда дайвер движется в пещере, он поднимает в том числе осадок со дна, и видимость может за несколько секунд падать с 20 метров до нуля, абсолютная тьма, абсолютное замкнутое пространство, никакого всплыть наверх. Профессиональные пещерные дайверы решают эту проблему с помощью ходовой катушки. Они разматывают нить от входа вглубь пещеры. Как орианда в лабиринте. Нить всегда ведет к выходу. Судя по всему, у этой итальянской группы катушек не было от слова совсем. В поднявшейся мути без ориентиров под действием азотного наркоза найти выход из пещеры, но это, друзья, практически невозможно. Еще один фактор – это запас воздуха. Вот на поверхности стандартный баллон объемом 12 литров вмещает 2400 литров воздуха. Средний человек потребляет где-то 20 литров в минуту в спокойном состоянии. Что мы имеем, да? Примерно 120 минут на поверхности, но это на поверхности, а на глубине 65 метров давление 7,5 атмосферы легкие требуют газ с таким же давлением 7,5, иначе вдохнуть невозможно. Регулятор подает газ именно под таким давлением. Это значит что? Что каждый вздох стоит 7,5 раз дороже. И те же 120 минут превращаются в 16. 16 минут воздуха в пещере на 65 метрах. И без дороги обратно. Плюс физическая нагрузка, поиск выхода, борьба с течением. Все это во сколько раз утраивает потребление? Минут 8. Так что же произошло у берегов Мальдив? 5 опытных людей, назовем так их, опытных, вошли в среду, для которой у них не было правильного снаряжения, правильных газовых смесей, правильной подготовки, хотя они профессионалы, да. Физика сделала свое дело. Злой рок нет, аномалия нет. На самом деле, это же предсказуемо, если знать законы, которые работают на глубине. Не знаю, закон Бойля не делает исключений. Закон Генри не делает исключений. Кислородная токсичность не делает исключения. Да, океан не жесток, но он точен. Так что, если вы занимаетесь дайвингом, то знайте свои пределы. Рекреационный потолок в 30-40 метров это максимум. Если вы хотите глубже, учитесь. Обязательно, долго, серьезно, с правильным снаряжением. Наука дает нам возможность уходить туда, куда человек не рожден заходить. Но только если мы ее уважаем. Только так. Что тут можно еще сказать? Вечная память 6 людям, которые забрал вот так вот океан в четверг. В общем, друзья, если вам стало интересно, как устроен тримикс, что такое ребризер
или как работает декомпрессионная остановка, напишите об этом в комментариях. И вообще напишите в комментариях об этом случае. Всем пока и на связи.